Всем привет! Вы находитесь на канале Радости частного дома, и сегодня я хочу для вас приготовить очень замечательный рецепт из куриных грудок. Здесь, как видите, в упаковке 5 штук у меня, они уже отделены от кости. Но добавлю я еще одну пачку. Дорогие мои женщины, если вы готовите обед мужчинам, то добавьте одну пачку, поверьте, она не будет лишней. Теперь берем куриные грудки и с помощью ножа я разрезаю ровно пополам, но не дорезаю до конца, то есть раскрываем эти грудки как книжки. Вот сейчас я вам покажу еще на одной пример. Берем вот так вот и ровно посередине проводим ножом, но не до конца. И опять раскрываем как книжку. Все просто. Теперь берем пакет, молоток и слегка немножко их постучим. Это придаст мякоть нашей курице. Сильно не надо. Куриные грудки я буду готовить сегодня со сметаной, то есть в сметанном соусе. Значит, здесь у меня 300 грамм сметаны 20%, добавил я кориандр молотый, 1 чайную ложку, как видели, сверху. Точно так же я добавляю паприку копченую, 1 чайную ложку сверху, но если нет копченой, добавьте обычной. И добавляю 1 чайную ложку смесь перцев. И теперь, так как у меня 1800 грамм куриных грудок, добавляю я сюда 1,5 чайной ложки соли. И теперь все это перемешаю. Все я размешал, и теперь добавляю сюда чеснок. Чеснока я в этом рецепте буду использовать 50 грамм. Добавляем сюда и опять перемешиваем. Чеснок, как видите, я пропускаю через пресс. Куриные грудки я уже приготовил, теперь добавляем сюда сметанный соус. И теперь наша задача хорошенько все перемешать, чтобы у нас грудки полностью были в этом прекрасном и вкусном соусе. В сметанном соусе грудки долго мариновать не стоит, достаточно 1 часа. Куриные грудки я буду запекать вместе с гарниром. Буду использовать картофель, который нарезал кольцами по 4-5 мм. И лук тоже нарезал кольцами. Лука я буду использовать 300 грамм, а картофеля 1 килограмм. Лук и картофель я смешал вместе, добавляю сюда приправу для картофеля 1 чайную ложку и добавляю примерно также 1 чайную ложку соли. И теперь все это хорошенько вместе перемешаю. На противень я постелил фольгу в 3 слоя и добавляю сюда наш гарнир, картофель с луком. И равномерно распределяю по листу. Теперь я добавляю сюда подсолнечное масло, буквально 2 столовые ложки, чтобы блюдо не было сухим. И теперь начинаем раскладывать мясо сверху картофеля. Вот так вот одним слоем, но плотно. Мясо я разложил, и теперь накрываем это все фольгой. Делаем что-то типа конверта и закрепляем хорошенько со всех краев. И отправляем наше блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов, а по времени вам потом скажу сколько. Прошел у меня ровно 1 час, теперь раскрываем наше блюдо, посмотрите, какая красота. Запах на кухне стоит невероятный, поверьте мне на слово. Теперь обязательно проверяем это блюдо на готовность с помощью ножа. Протыкаем мясо, мясо протыкается хорошо, обязательно проверяем картофель на готовность, так как картофель обычно готовится даже дольше. Обрезаем фольгу по краям лишнюю, которая нам не нужна. И теперь я сюда еще хочу сверху добавить сыр. Сыр я буду использовать твердых сортов 200 грамм. И посыпаем вот так наше мясо сверху и отправляем в духовку буквально на 5 минут при температуре 200 градусов. Прошло у меня 5 минут, и вот наше блюдо в принципе готово. Можно его уже подавать на стол. Посмотрите, как аппетитно выглядит это блюдо на тарелке. Так что готовьте на здоровье, приятного всем аппетита. Всем пока-пока.